Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе», и мы продолжаем с вами заниматься по книге Прохоренко Николая Анатольевича. С фамилией, может быть, я куда-то не туда ударение ставлю, но в любом случае по его книге Qt 6. Qt 6, так она и называется. Вот, в прошлых занятиях мы с вами позанимались тем, что все это дело установили, разобрались и написали свой первый скрипт, поэтому если не смотрели предыдущие ролики, то по ссылочке в описании обязательно переходите на плейлисты, смотрите с момента, где вы остановились. Если же все смотрели, то сегодня нас с вами ждет настройка редактора Qt Creator. Вот он у меня запущен, и сейчас мы по книге пойдем и будем разбираться, как его и запустить, и настроить, и все в этом духе. Вот, ну, а как говорится, перед тем, как мы с вами должны начать, мы, как обычно, должны поставить лайк и подписаться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней время просмотра моими подписчиками составляет 66,2%. Замечательнейший результат, но наш с вами челлендж 70%, поэтому нажимаем на колокольчик, увидели новый ролик, обязательно смотрим и получаем удовольствие. Окей, поехали по книге. Настройка редактора Qt Creator. В этой книге для создания и компиляции программ на языке C++ мы воспользуемся редактором Qt Creator. Редактор удобен в использовании, он позволяет автоматически закончить слово, подчеркнуть код с ошибкой, подсветить код программы, вывести список всех функций, отладить программу, а также скомпилировать все файлы проекта всего лишь нажатием одной кнопки без необходимости использования командной строки. Для запуска редактора Qt Creator переходим в каталог туда, где у вас установлена программа. У меня это было на диске D. На диске D, у вас, возможно, на диске C. И путь у нас такой, что диск, потом наша папка Qt, потом папка Tools, потом Qt Creator и папочка bin, соответственно. Как здесь автор нам это показывает. Да и щелкаем левой кнопкой мыши на значке Qt Creator. Если на последнем шаге мастера был установлен флажок, то редактор запустится автоматически. После запуска отобразится окно, показанное на рисунке 1.15. 1.15, вот у нас есть, вот есть у меня такое у меня есть. Хорошо, примечание. Если Qt Creator не запустился или работает с ошибкой, то можно загрузить предыдущую версию редактора со страницы. Это если вдруг у вас какая-нибудь ошибка. Прежде чем пользоваться редактором, нужно изменить некоторые настройки по умолчанию. Начнем с кодировки файлов, в которых мы будем вводить текст программы. Чтобы указать кодировку по умолчанию для всех файлов, меню «Инструменты». В меню «Инструменты» выбираем пункт «Параметры». Эм, эм, эм. Чё-то я такого не вижу. Может, какие-то другие инструменты? Есть еще какие-то инструменты? Как так получилось-то? Вот так, что это такое? Все позакрывать надо, наверное. Так, еще раз. В меню инструменты. Ну, меню же инструменты. Ну, нет уже другого какого. Надо в редактор перейти. Нет. Так, ну ладно. Как так получилось-то? А есть просто какие-то вот преференс, вот, давайте сюда. Здесь у нас какие-нибудь инструменты есть. А вот не вижу, да? А вот не вижу. Что-то все красненьким нехорошо, нехорошо. Ну и вот что теперь делать? Так, вот есть текстовый редактор. Давайте в настройках текстового редактора, возможно. Есть там рисунок должен быть, да? В открывшемся окне переходим в вкладку текстовый редактор поведения. Вот, текстовый редактор добрался, до поведения добрался, но немножко через... Как я сюда попал вообще? Я сюда попал через правка и преференс. Да, через правка и преференс, а не через инструменты и параметры. Наверное, их просто перенесли вот, в правку и преференс. Окей, в открывшемся окне находим на вкладку текстовый редактор. Вот здесь текстовый редактор у нас и, соответственно, поведение. Поведение вот здесь. Хорошо. В группе кодировки файлов. Кодировка файлов. Вот. Кодировка файлов по умолчанию. Выбираем пункт, но у нас он и стоит. Да? Сохраняем изменения. Таким образом, при создании оконных приложений мы будем использовать кодировки UTF-8. Ну, в общем, хорошо, используем. Что у нас дальше? Все, UTF-8, бла-бла-бла. Вроде бы здесь пока нам ничего не говорят еще, что делать, да? Хорошо. Если необходимо изменить кодировку уже открытого файла, в меню правка. Выберем «Выбрать кодировку».
Выбрать кодировку. Вот это есть, если уже у имеющегося файла, да? Хорошо. На заметку, для консольных приложений кодировка файлов должна быть Windows 1251. Для консольных приложений кодировка файлов должна быть Windows 51. Это нам зачем знать? Это нам когда нужно будет сделать? Сейчас здесь ничего не меняем, но вообще вот она Windows, есть она здесь, если что. И если что, потом будем куда-то где-то как-то менять. Так, еще раз проверяем, здесь стоит все, применить. А что применить? А я ничего не менял. Здесь так и было. Ну, нажмем применить. Оно не нажимается. Ну, правильно. Зачем? Ладно. Давайте также изменим настройку форматирования кода. Для этого в меню инструмента выбираем пункт параметров, в открывшемся окне переходим на вкладку C++ стиль кода. C++ модель кода. Модель или стиль? Нет, вот стиль кода. Есть стиль кода. Есть стиль кода. Хорошо, зашли сюда. Из списка текущие настройки. Из списка текущие настройки. Вот оно есть. Выбираем пункт Qt встроенный. У нас уже это дело стоит. Нажимаем копировать. Копировать. Нажимаем копировать. В открывшемся окне в имя стиль кода вводим название стиля, например, MyStyle. 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 Хорошо, делаем. Нажимаем кнопку Key. Punch. MyStyle. Хорошо. MyStyle нажимаем кнопку ОК. Далее нажимаем кнопку изменить. Так, откроется окно, в котором можно изменить настройки вашего стиля. Далее нажимаем кнопку изменить. Нажимаем кнопку ОК, потом изменить. Копировать, удалить, экспорт, импорт. Где изменить? Кто-то видит слово изменить. Основное содержимое, фигурный свич, выравниваем указатели ссылки. Именование файлов, модель, класс, Clang. Так. Нажимаем на кнопку ОК. Далее нажимаем кнопку изменить, откроется окно 1.19. Где это? 1.19. 1.19. Вот такое окно у нас должно быть. В основном. Основное есть, окна нет. Импорт, экспорт, удалить, копировать. Содержимое. Бла-бла-бла, указатели и ссылки. Модель. Программа отличается на одну версию, ну, в смысле, 6.5.6, да, вообще все что переделали. Уф. Чтобы им неладно было. Так вот, как это изменить-то дело? Копировать, удалить, экспорт, импорт. Должно открыться вот такое окно. Изменение настроек форматирования. В текстовом редакторе до сих пор чилит. В смысле в C++, да? Стиль кода. Ну, у него вообще окно-то, видите, по-другому выглядит. И у него есть кнопка «Изменить». А у меня кнопки «Изменить» нет. Ну, а чё? Ну, а чё мы поделаем? Ничего не будем делать, наверное, так и оставим. Просто он не разрешает, да, все равно менять здесь ничего. Вот здесь вот ничего почему-то нельзя менять. Почему? А здесь можно? Здесь тоже нельзя. А здесь можно? Здесь тоже нельзя. На MyStyle. Ну, пусть будет MyStyle, да? Ну, ладно, чё уж. С кодом-то на C++ мы как-нибудь справимся. Надеюсь. Пусть он тогда MyStyle и остается. Но экспорт, импорт это вставить, это не то, да? Ладно, пофигу, пусть так и будет. Как изменить, я что-то не очень понимаю, потому что, видите, здесь есть вот кнопка «Изменить». И вообще здесь окно вон какое большое. Но у нас как-то немножко по-другому. Просто версия немного другая. Ладно, поехали дальше. Что у нас дальше? Этот шаг мы пропустим.
котором можно изменить настройки вашего стиля. На вкладке «Основной списка» выполнять табуляцию выбираем только пробелами. В поля «Размер табуляции», «Размер отступа» вводим число 3, сохраняем эти изменения. А мы, по-моему, что-то подобное делали уже, не? Что-то про отступы, где-то я это уже видел. Ладно, окей, далее у нас в шрифт. Пойдемте в текстовый редактор обратно. Шрифт и цвета. Шрифт и цвета. Сглаживание есть. Contour New. Поставим шрифт как у дядьки, который написал эту книгу. Courier New. Courier New. Размер 12. Масштаб 130. Так, у нас еще здесь лайн какой-то появился, но... Так, здесь дефолт. Окей, да, применить. А что кнопка применить не работает? Что за... Зачем? Что за прикол? Изменилось? Изменилось, ладно. Ну, реально, кнопка применить, смотрите, она просто горит, типа, но нельзя... Как... Что происходит вообще? Что за программу скачали? Говорят, ерунду какую-то скачали. Так, если необходимо изменить размер шрифта, то в меню бла-бла-бла это мы сделали. Инструменты выбираем пункт параметров, в открывшемся окне переходим на вкладку текстовый редактор, шрифт, цвета. Из списка названия выбираем нужный шрифт, а размер шрифта выбираем под размер. Ну, мы посмотрим, если что, потом еще размер вообще можно, наверное, сразу же его немножко увеличить, просто для того, чтобы вам лучше было это видно. Так, для изменения масштаба достаточно удерживать, ну вот, еще и при помощи контрола можно будет это все дело колесико крутить. Окей, первая программа на Qt. Я 1000 извинений, конечно, на Qt. Первая программа на Qt. Хорошо, создадим простейшее окно приложения. Для этого в меню файл выбираем создать файл или проект. Create project. Файл new project. Давайте вот как тут написано, так и будет. Для этого в меню файла выбираем создать файл или проект. В открывшемся окне в списке слева выбираем пункт приложение Qt. Приложение Qt. Приложение Qt, а затем справа пункт приложение Qt Widgets. Приложение Qt Widgets. Окей. А затем справа, так, нажимаем кнопку «Выбрать», выбираем. Затем справа «Выбрать». На следующем шаге в поле названия вводим тест. Вводим тест. Ввели тест. В поле «Создать» добавляем путь. Так, в поле «Создать» добавляем наш путь, в который мы вот это вот дело все сделали, да? CPP Project Qt. Qt. 1000 извинений, опять же. Нажимаем кнопку «Далее» на следующей странице. Размещать проект... Нет. Кстати, размещение проекта, наверное, по умолчанию. Да? Пусть они все там будут, раз они там должны быть. Окей. Далее. Что у нас далее? Нажимаем кнопку «Далее». На следующем шаге из списка «Система сборки» выбираем QMake. Выбираем QMake и нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». На следующем шаге задаем такие значения, нажимаем кнопку «Далее». В поле имя класса вводим widget, имя класса вводим widget, Из списка базовый класс выбираем QWidget, сбрасываем флажок «Создать форму». Сбросили флажок. На следующем шаге нажимаем кнопку «Далее». Оп. На следующем шаге нажимаем кнопку «Далее». На следующем шаге устанавливаем флажок Desktop Qt. Так. Ну, здесь, наверное, укажите язык. Если планируете обеспечить проект переводами интерфейса утилиты, здесь нам ничего не надо. А вот здесь мы ставим флажок на Qt 6.1. У нас 6.6. Вот эта штука. И нажимаем далее. Сейчас тут это картиночки. QMake мы сделали. Виджеты мы сделали. Здесь создать форму, галочку убрали. Здесь ничего не нажали. Нажали далее. Получается... подробнее у него здесь открыто, да? Qt Project Build Test. Project Test Debug Release. Ага. Все как надо, да? CPP Project Qt Build. Угу. Все хорошо.
Нажимаем кнопку «Подробнее», изменяем пути по умолчанию. В поле отладки вводим значение C-Project Test Debug. А здесь это он папку создает или не создает? Это он папку будет создавать? Или он создаст мне там... Я думаю, он создаст папку и как бы все окей. Ну ладно, давайте сделаем как надо. В поле отладка вводим значение. Вводим значение тест debug. Вот у нас есть debug, есть тест. Тест debug. Так, в поле выпуск тест релиз. Есть релиз, есть тест. Пусть будет тест релиз. И, соответственно, опрофилирование. Опрофилирование. А про профилирование почему ничего не сказал? Билд-тест какой-то профиль. Ну, он нам ничего не сказал. Хотя у него стоит как есть, да? То есть у него как есть, поэтому... Я думаю, можно было и это тоже оставить. Ну, делаем как по книге, чтобы... Если что, потом я такой, да, это все в книге так написано, я тут не виноват. Ладно, поехали дальше. На следующем шаге нажимаем далее. Нажимаем далее. Оп. На следующем шаге нажимаем кнопку «Завершить». Нажимаем кнопку «Завершить». Опа. Оп, ничего, штучки какие-то. Штучки-дрючки. Так, хорошо. В результате будет создан каталог. Пойдем посмотрим. В результате будет создан каталог. В результате будет создан каталог. Project Qt Test. Ну вот мы его создали. Тест с маленькой буквы, у него просто большой, у меня с маленькой. Да, тест. И вот он у нас есть этот каталог. Есть у нас тест debug, в котором мы еще ничего не делали, но вот у нас есть здесь main, есть виджет и все вот это дело. Хорошо. Хорошо, прекрасно и замечательно. Создали. Содержимое файла test.pro. Это вот он. Где тест? Вот он, test.pro. Откройся. Test.pro. Будет выглядеть так. Qt плюс равно core GUI. GUI. А как это правильно читается? Кто знает? Кто знает, как это правильно читается? Сейчас узнаем. Так, соответственно, ну да, вроде бы как бы все как и здесь, да. Виджеты, бла-бла-бла. You can make your code fail. Похоже. Похоже на правду. Похоже на правду. Есть у нас хедеры, есть у нас исходные файлы. Вот они все здесь есть. Кстати, заголовочные, да, вот заголовочные, вот исходник, все, как говорится, есть. Очень интересно, как читается GUI. Эй. GUI. Не по-русски, а по-английски. GUI. GUI, и по-русски, и по-английски GUI. Так, ладно. Соответственно, здесь default role, все вот это вот, да? Хорошо. Соответственно, при изучении языков и технологий принято начинать программы с выводящейся надпись «Привет, мир». Не будем нарушать традицию, создадим окно с приветствием и кнопкой для закрытия окна. Файл project так, файл main.cpp. Main.cpp. Добавляем программу из листинга 1.2. 1.2. Ну, давайте добавлять. Так, соответственно. Интересно. Ну, наверное, добавить, в смысле ничего из того, что написано, удалять, наверное, не надо или надо? Непонятно. Или удалим. Ну, просто здесь хедер, видите, пусть он будет подключен на случай, если мы где-нибудь накосячим. Так, ладно, поехали. Значит, подключаем директив препроцессора, или как они здесь, наверное, также называются, я понятия не имею. Co-application у нас есть, нам нужен co-widget. Виджет. Вот ты нам нужен. И, пожалуйста, давай вот так вот тогда сделаем. Application, widget, label, include, label. Q-label, кстати. Здесь все с Q, видимо, начинается. Смотрите, а он здесь, кстати, прикольно. Он здесь дописывает
угловую скобку. Visual Studio у меня так не умеет. Ну, или умеет, а я просто еще не научился нормально это делать. Здесь, видите, открываю одну скобку, потом push, button, вот он. И он предлагает закрыть скобку. Это очень, конечно, прикольно и замечательно. Так, и последний наш include это layout, что бы это ни значило. Так, далее у нас с вами наша основная функция main с параметрами этими переданными для консольки. Далее у нас application, co-application, называется оно app. И передаем сюда параметры, хорошо. Далее у нас с вами widget будет называться window. Далее мы в наш window. Так, как там вам видно? Вроде бы ок. Я думаю, что вот это дело, давайте я вот так вот расширю, потому что не очень важно, что у нас вот здесь внизу открыто, а чтобы код был немножко поудобнее, да? Думаю, так будет удобно. Так, хорошо. Соответственно, что у нас дальше? Я вообще на запись-то нажал? Ну да, 20 минут уже сидим. Прекрасно. Так, соответственно, далее у нас window. У нашего window мы вызываем метод setWindowTitle. 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 И передаем туда первая программа на Qt. Первая программа на Qt. Точка запятой есть, окей. Это сделали. Давайте вот это сразу просто он подчеркивает, и мне плохо. Сразу поставим сюда здесь up, да, что return вернуть наше приложение. Так, ладно, и поехали дальше. Остановились мы на том, что первая программа на Qt. Далее размер нашего окна. Пишем window, resize. Изменяем размер нашего, видимо, окна 300 на 70 оно будет. Все это, я так понимаю, в пикселях. Далее у нас QLabel. Black Label, Red Label. Ух, где моя молодость. Так, QLabel. Тут не понимаю, что происходит. Ну, как будто бы указатель, да, создается объект класса. Не знаю, ничего не буду говорить. Но, в общем, поехали. Создается новый лейбл, который мы передаем какие-то страшные штуки. Center. Привет. Мир. Ну это, видимо, выравнивание внутри окошечка, что ли. Точка запятой, не забываем. Так, ну как будто бы, да? Как будто бы. Далее. Push button. Push button. btn quit new push. Ага, push button. Это мы кнопку забили, что ли? Ну, Q типа push. Не знаю. Закрыть окно. Еще и амперсант. Закрыть окно. Закрыть окно. Далее. Box. Layout. Vbox. New. QVBox Layout. Что бы это ни значило. Ну, понятно, что мы создаем здесь какие-то объекты класса, да, что-то делаем, тут новое, вот что-то создаем, как бы, а что там происходит, кто его знает, да. В плюсах-то не разобрались еще. А нам тут подсовывают. Да ладно. Соответственно, у VBox добавляем виджет. От виджета и передаем ему наш лейбл. И еще в VBox обращаемся к методу widget. Опять, да, widget. И передаем btn. Как он там у нас назывался? btn quit. btn quit.
Хорошо. Дальше. К нашему окошечку обращаемся, к его методу setLayout. setLayout и передаем ему наш vboxик. vbox. Точка запятой. И далее еще какая-то жесть. QObject. Так, QObject и connect. И 2 миллиарда параметров сейчас туда передадим. btn_quit. btn_quit. Signal. Clicked. Так, clicked. Скобочка. Скобочка. Запятая. Амперсантик. App. Plot. Quit. И самое, знаете, что интересно, что сейчас сидит кто-нибудь, который такой шарит за Qt, и такой, изи программа вообще, легче просто не придумаешь, как же легко. И мы такие, о боже мой, что это такое, куда мы пришли. Так, ладно, window.show. Покажи нам все это дело. Так, ну вот, как будто бы написали. Ничего не понятно. Понятно, подключили какие-то заголовочные файлы, чтобы с чем-то работать. Понятно, вот эта фраза, понятно, что это наше окошечко. Вот это, видимо, title, это название нашего окошечка. Соответственно, привет мир у нас будет по центру нашего окошечка, потому что, ну, вот тут просто логически догадаться можно по этому поводу. Это дело кнопочка «Закрыть окно». Правда, не очень понимаю, если это по центру, то где должна быть вот эта кнопка, где она располагается, почему мы не указываем, где она должна располагаться. VBox, понятия не имею, что это такое, но потом у этого VBox обращаемся к каким-то вот штучкам. Добавить виджеты, видите, добавляем виджет label и добавляем виджет выхода. Label «Привет, мир». Ну, в общем, вот так вот, да, и потом, соответственно, у Windows мы вызываем еще вот этот setLayout, не знаю, что это такое, ну и вот еще там какая-то штука происходит. В общем, происходят какие-то штуки интересные, и вот будет у нас окно. Хорошо. Чтобы преобразовать текстовый файл main.cpp с программой в исполняемый exe файл, делаем текущую вкладку содержимого файла main, делаем текущий вкладку содержимое main, и слева сначала выбираем отладка. Выбираем отладка. А как сделать текущий? Вообще он вот этот, наверное, текущий. Здесь-то должно быть как в этом самом, как во всем. Ну, в общем, выбрали наш файл, выбрали отладку. Затем нажимаем кнопку «Запустить», содержит значок в виде зеленого треугольничка. Start debug, вот это вот, да? Еще какие-то зеленые... А, вот еще, вот здесь вот есть, смотрите. Так, вы там не видите. Сейчас окошечко уменьшу. Вот здесь вот есть зеленый треугольничек. Начать отладку проекта и просто есть запустить код, получается, да? А есть отладка. Вот, поэтому мы нажимаем... Что мы нажимаем? Нажимаем кнопку «Запустить». Ну, давайте нажмем кнопку «Запустить». Чик. Вон, сборка началась. Привет, мир. Вот наше маленькое окошечко. Пришло к нам. Привет, мир. По центру закрыть окно. Закрыть окно, пламчик, закрыли. Уф! Красота? Красота. Если все сделано правильно, то отобразится окно, показанное на рисунке 1.28. Увидели мы привет, мир. Давайте сделаем его побольше. Что-то он какой-то маленький. Дай нам большое окно. О, вот это я понимаю. Вот это окно так окно. Ну и то тоже маленькое. А шрифт как изменить? Ну ладно, это же потом. Так, соответственно, давайте на этом тормознем полчаса замечательного занятия по книге Николая Анатольевича. Ну вот, я вас поздравляю, мы написали первую программу на Qt и вывели на экран нашего монитора, наши глаза узрели первое наше окошечко «Привет, мир». Так что я вас с этим делом поздравляю, если все поняли или чего-то не поняли,
Пишите об этом в комментариях и не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней мой контент с подпиской посмотрели 66% зрителей. Результат прекраснейший, но наш с вами челлендж 70%. В следующем нашем занятии по этой книге мы разберемся со структурой программы, посмотрим, нам расскажут, что вообще вот это вот все значило. И мы с вами будем углубляться потихонечку в Qt. В принципе, прикольненько, да? Единственное, что мне не нравится редактор, он какой-то слишком... Ну, он выглядит как текстовый редактор, он как бы и есть, да, текстовый редактор, но после Visual Studio как-то некомфортно как будто бы. Но я думаю, через пару занятий привыкнется и все будет ок. Вот, в следующий раз с вами поговорим про структуру программы, и если там немного, но там вроде бы много, значит просто разберем, да, запуск приложения двойным щелчком на значке файла. Ну, в общем, вот у нас будет вот это вот интересное в следующий раз. Как всегда, не забывайте заглядывать в описание, там много разных плейлистов уже по разным книгам и не только по этой, и, соответственно, выбирайте для себя то, что по кайфу. Вот. Все. Увидимся с вами в следующих роликах. Меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе». Этот плейлист посвящен книге Николая Анатольевича Прохоренко. Надеюсь, правильно фамилию называю, если что, тысячи извинений. Вот. Увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока.